Доброе утро всем! Привет, привет! У нас трабл. У нас аскоцентрум миниатум без корней. Мы его с Лемушей обнаружили закопанным в мхе и в кусочках коры. Вот его паспорт. Короче говоря, это мы отделили. Это я отделила. Вот так вот. Оставила кусок корня. В общем, мы его сейчас будем спасать. Обрезаем здесь плохие корни. А я смотрю, ребята, а он только растит, вот, дает деток. И, в принципе, ничего не делает. Но немножко вот за 2 года вырастил, вот, дорастил немножко. Вот этот листик, видите, метка стоит. Вырастил еще один, меньше, чем положено. И вот такой вот никак не вырастет маленький. Вот он стоит на месте. И смотрю, что листья хотят пить. В общем, караул. Учитывая то, что это вандовые, мы будем делать так, как мы делаем с вандами. Мы возьмем банку, и будет он жить у нас в банке. Сейчас только замочу, сниму эти этикетки. Может, не сниму, может, со временем снимутся. Хорошие такие баночки, они такие квадратненькие, от кабачковой икры. Слушайте, и разместим его, будем его замачивать, потому что вандовые вот это не любят. И чего я сразу не сообразила, я не знаю, потеряла время. Время потеряла. Он цветущий когда-то был у садовника. Видите, вон след от цветоноса. Если бы я нормально его посадила, у нас было бы уже куча корней, и мы бы уже цвели. У меня здесь пример орхидеи, которая была практически без корней. Малышок 1,7. Я уже не помню, что это за ванда. Ну вот она в баночке уже, смотрите, сколько корешков нарастила. Я нарастит себе листики, такая веселенькая. Я ее поливаю, водички ей вот так наливаю. Оставляю минут на 15, на часик, на полчасика, когда и на 2. Налила в середину, ничего, я потом вылью. Я смачиваю, добавляю туда чуть-чуть удобряшки, не каждый раз. И она растит корешки, и все мои вандочки растят корешки в условиях квартиры в баночках. Сейчас покажу вам еще, как обстоят дела у нас у других ванд. Сейчас вам все расскажу. Так, это сезамчик наш красавчик. В общем, аскоцентрум будет иметь точно такой же уход. Так, вот тут потихонечку сбрасывает синяя ванда, желтит листики. Ну, это нижние, тоже второй. Но она вверх растит хорошо. Так что, видите, вот, казалось бы, так называемая открытая система, но неплохо работает для вандовых. Я наливаю, водичка теплая у меня, отфильтрованная. Чаще я наливаю, конечно, им воду с удобрением, с всякими вкусняшками. Ну так чуть-чуть, так как уже много там корней по низу. Единственное, они стали зелеными не от того, что они зеленые, потому что они мокрые, а они зеленые, потому что они покрылись водорослями. Ну, так, в принципе, корневая неплохая. Так, стоят они у меня какое-то время. Конечно, уже баночка им, вот конкретно этой, уже надо побольше баночку, уже полная баночка корней. Но пока растем. Это все не цветущие ванды. У меня еще одна, вот она вот как-то в пластмассовой обрезанной бутылке растет охотнее. Видите, какие у нее корни? Рост прямо весной, прямо обалденный. Видите? Единственное, что вот так вот бутылка становится грязной, а для того, чтобы достать и помыть, это пластмасс прирастает к пластмассе, я боюсь повредить. В общем, я наливаю так, побултыхаю, да и все. Тоже вот и листик пошел расти. Это мой такой экспериментальный вариант. Конечно, хочется достать их,
подвесить. Но я же понимаю, что у меня летом вообще 10%. И вот было, когда отопительный сезон, тоже 23, 20. Ну, не вариант. Возможно, вообще не вариант выращивать такие растения в условиях квартиры. Но выращиваем. Так, здесь у меня есть еще парочка таких же красоток. Идемте. Тоже начали рост. Вот тут тоже это орхидея такая темная должна. Нет, это желтая должна быть. Темная это вот это. Вот эта желтая, вот тоже у нее не было корней, но в итоге она начала растить корешки. Эту еще можно достать. И вот она листьев нарастила. Вообще молодец. Эту можно достать, эту можно, в принципе, помыть банку. Сейчас немножко водички налью. Сегодня буду поливать их без удобрения, потому что недавно было удобрение. И вот хочу эту аскоцентру тоже точно так же. На солнышко их ставлю, на свет. Точно так же хочу поместить, чтобы она... Ну, тут вот касаются. Главное, не сильно мочить основание. Она у меня глубоко там сидит, но корни уже до низа доросли. Видите, старые корни вон пропадают, но новые нормально касаются. Вот это вообще большая, но неплохо тоже растет. И у меня. Немножко у нее там хворала шея, я мазала Максимом. Теперь стараюсь ее сильно не замачивать. Девочки. Вот такой мой вандовый сад. И еще не все. Это получается 1, 2, 3, 4. Еще одна где-то была. А вот она. Каурелия, каурулия. О, она, кстати, в этой баночке. И девочки мне говорили: Аня, а она мокрая. Она мокрая, я недавно поливала. Она вон сидит на ракушке. Это природник. Природная орхидея. Она, в принципе, тоже неплохо начала расти. У нее такие странные корни. Или это... Видите, как она странно растет? Такое ощущение, как будто она закупоривает их, сантиметрами растет. Либо ей все же не нравится, либо такой корень. Странный рост такой, видите? Вот. Напишите, знатоки. Может быть, это вот у остальных так не происходит. В этом же уходе, в таком же. Она вот вверх нарастила, а у этой именно они какие-то гофрированные. Галифе, видите? Ну, какая-то вот... гофрированная корневая система. Не знаю. Но растет. Растет. Поливалась буквально на днях. Я поливала нижнюю полку орхидеи, и она там стоит. И я ей тоже дала водички сожби 101. Ну, в общем, видите, корешки у нее тоже активные. В общем, так. Сейчас будем... поубираем и посадим эту красоту. Я вот думаю, части же я срезала, но я думаю так. Пусть они пока еще побудут. Здесь надо основание сильно, наверное, не трогать. Надо подождать, пока заактив... Тут есть активный корешок один, видите, вот он. Вот один активный корешочек, один я поломала. Вообще у миниатума с корнями история тяжелая. В том плане, не только у моего, вообще дефицитная история по корням. Ну, посмотрим. Буду его теперь здесь на глазах, он у меня будет. Будем наращивать корни. Посмотрим. Надеюсь, что у нас это получится. И полощу его. Ну, вот видно, корешков живых вообще зась. Сейчас и по листикам дам ему влаги. Ну, ничего, ничего. Нарастим. Нарастим. Вот этот вот старый корешок, но еще плотный. Обмою его от грунта. Ну, была большая моя ошибка в том, что я посадила его в грунт. Если в грунт, надо было мох не добавлять, и надо было дать ему этот горшок.
Знаете, какой надо было дать горшок? Глиняный. Так. Ой, его еще установить. Еще тот квест. Тут же дети у него. Придется сделать так, чтобы детки внутри были. Ну, в принципе, вот нормально он и корни в растопырку. Нормально он и сел. Вот так. Видела где-то на просторах интернета видео. Видео. Там вроде как с открытой корневой миниатум. И там корневая такая шикарная. Ну, посмотрим. В общем, буду вам рассказывать, как будет развиваться в открытой системе миниатум. Надеюсь, что у нас все получится. Ну, придется с ним поморочиться, почаще поливать. Ну, в вандовом саду прибыла, оказывается. И прибыла еще год назад. Но надо было сделать правильные выводы и сделать правильную посадку. Все, друзья мои. Насчет содержания, он у меня стоял на свету, на ярком. И видите, как вот прям позагорали листики от яркого солнечного света на южной стороне. Сейчас тоже ему на южной стороне здесь разгребусь, найду местечко, будет стоять на солнышке вместе с вандами. Хотя, в принципе, миниатуму не совсем и обязательно прям такое яркое солнце. Но здесь, я думаю, можно найти местечко, тут сетка, и он здесь будет стоять, я думаю, ему понравится. И под присмотром будет. Думаю, все будет хорошо. Сначала пополиваю его почаще, каждый день, через день, а потом уже увеличим интервал и будет уже пить, как и ванды, раз там в 3-4 дня. Так они у меня и пьют. Не очень часто. Но это даже, в принципе, на листьях. Листья должны быть, если не хватает, они схлопнутые. Но, в принципе, у меня более-менее распахнутые листья, значит, воды им достаточно, того полива, который я им предлагаю. Да, листики не схлопнутые, ну, только новенькие идут, схлопнутые немножко. Вот так вот ращу этот малышок 1,7. Ой, же даже название потеряла. По-моему, это такая миниатюрка тоже. Но это не миниатум, просто миниатюрка. Найду в закупках. Название, фотографии повставляю. Самой интересно вспомнить, что это за чудо-юдо. Но видите, 1,7 остался жив. И я рада. Эти уже были побольше, покупались, но тоже хорошенько подросли. Молодцы. Особенно радуют новые корешки. Корешки заполняют объем баночек. Вот тут тоже так касается, видите, и напивается. Был период, когда вот эта большая ванда, желтая, эта ванда, точно помню, что желтая, она прям схлопывала листья, потому что не было толком корней, и она нуждалась в питье. Я ее, я ее мочила и потом переворачивала вверх ногами, чтобы хоть как-то немножко дать ей водички, чтобы она не померла. И поэтому в пазуху поналивала воды, и из-за этого она немножко у меня приболевшая стала. Листья поскидывала. Был такой момент. Сейчас вот тоже полью и вылью. Ой, смотрю, у нее там листик идет. Видите, новый из серединки. Ой, какая красота. Но она под искусственным освещением. Вот это и вот это стоят под искусственным. Ну ничего. Тоже неплохо развиваются. Все, друзья мои, держу вас в курсе по поводу этого миниатума. Эх, надо было раньше обратить на него внимание, и он бы уже был с хорошей корневой. Хороший кустик, прикольно цветет на картинках и в чужих видео. Надеемся, что мы тоже дождемся. Все, всем обнимашки, всем хорошего дня, мирного дня. Всем пока-пока.